Кажется, я забыла, как снимать. Привет и welcome на обзор скетчбука осень 2016, который я могла бы снять еще зимой, но потеряла его, так что enjoy. Это было чуть меньше года назад. Не то чтобы мой скилл сильно изменился, но просто имейте это в виду. Это первая картинка в этом скетчбуке, и это действительно странно, потому что я в этот раз действительно начала сначала. У нас были выборы, и я ходила голосовать, и нам дали огромные длинные листы с бесконечными списками кандидатов. И я пришла домой и подумала, это то, с чего можно начать скетчбук. В этом скетчбуке очень много скетчей Дэна и Фила, потому что у меня была привычка смотреть лайв-шоу и рисовать в это время. Поэтому здесь то, что они говорили, например, что почитать, что послушать, что посмотреть. Это бабушка и мои попытки рисовать как-то не так, как я рисую сейчас. Это не работает. Для меня это никогда не работает. Рандомная страничка на самом деле. Это под песню, как же она называется? Секунду. Это Blame от группы Bastille. Я не уверена. Я просто оставлю название здесь. Мне кажется, эта песня вся темно-синего цвета, поэтому я попыталась нарисовать что-то похожее. А это Фил. Страничка, посвященная Div. Люблю разные цитатки Дэна. Это Инктобер, в котором я поучаствовала буквально несколько дней. Это Дэн для Жанны. Не помню, в чем была суть, но очевидно, что-то связанное с ремешками. Как удивительно. Второй день Инктобера. Когда у твоей мамы есть Инстаграм, и она требует твоих лайков. Потому что кто, если не ты? А на самом деле много кто, потому что у нее подписчиков больше, чем у меня. В несколько раз. В ожидании пин-оффа и заодно еще одни картинки с октября. Мой компьютер отказывался работать, а эта картинка нарисована просто жутко. Еще один день чернильного октября, Night Vale и присланные мне фотографии. Это какое-то ютуберское мероприятие и лайв Фила, во время просмотра которых делать больше нечего, кроме как рисовать. Котики и Дэн. Хорошее сочетание, всем рекомендую. Это мы сидели на вокзале, и я рисовала, а мама решала кроссворд. Поэтому здесь один из ответов на вопрос из кроссворда про рыбу, которая может лазать по деревьям, насколько я помню. Это видео с готовкой. Это просто очень жизненная вещь из Тамблера, которую я решила нарисовать. Это вышло совсем не так, как я хотела, но мысль понятна. Здесь мне понравилась мысль о том, что статуэтки людям дают для того, чтобы им удобно было защищаться от грабителей. Это Дэн и Фил в виде котов, потому что я подумала, что это было бы забавно посмотреть на них в виде животных. Это я рисовала левой рукой, поэтому он такой волнистый и странный. А это песня Тайлера Джозефа и небольшой комикс по Night Vale, потому что это такой небольшой хэдканон, что Сесил любит петь песни Брэндона Ури, когда возвращается домой. И это заставляет его принимать свою вторую форму, что очень нравится Карлсу, потому что, несмотря на то, что он ученый, он все-таки только что выбыл кухню, так что поимейте уважение. Каждый раз задаюсь этим вопросом, но каждый раз продолжаю. Это один из саундтреков по Life is Strange, и я просто напишу здесь название. Это столовая универа, и там люди так воодушевленно обсуждали историю, что как ты пройдешь мимо. Это Настя пишет стихи в универе. Это открытка, которую рисовала к Новому году.
пастельная страничка. Вообще я люблю, когда обе страницы заполнены, но при этом я всегда боюсь разрушить предыдущий рисунок тем, что здесь будут слишком яркие цвета, или мне может понадобиться добавить цвет, или маркеров, или что-то еще, и в итоге это будет не очень удобно, поэтому я часто рисую всего с одной стороны. Это что-то с пар, и мои попытки нарисовать котов бесчисленные и малоуспешные. Без понятия, как это объяснить, но здесь написано, что навык привычен, и сразу понятно, в каком универе я училась. Это неудачная страничка. Целых 2 неудачных странички. Когда сходили на фантастических тварей и хочется скорее все это нарисовать, но я до сих пор не умею рисовать никого и персонажей оттуда, потому что они совершенно не похожи, и это, видимо, какой-то особый скилл, который мне недоступен. Это Фил. Дэн. Изначально это был Шерлок, потом не знаю, насколько поменялся этот концепт. Можете по-прежнему считать его Шерлоком, а можете просто рандомным персонажем. Филипп. Еще один рисунок из поезда. Здесь много рисунков из поезда или вокзала, потому что я довольно много времени проводила и там за этот год. Чисто набросок ради наброска. Люблю Найт Вейл. Ну, тут пошли ничего не значащие скетчи. Спар. Эта песня Троя, по-моему, называется Heaven. Оставлю название здесь. Это почти Юра из Юра Найс. А это рандомный скетч Спар, когда ты уже сдала все, что можно, а остальные еще нет, и ты просто сидишь и рисуешь вот такие вещи. На этом все. Это то с того, что... Это то с того, что... То, с чего стоит начать. Это то с того, что... Инктобря. Инктобр. Сентября. Еще один день чернильного октября. Потому что это первое, что приходит в голову, когда думаешь о бегущей рыбе. Что?